Раз, два, три. Проверка качества звука. Сейчас послушаю себя. Раз, два, три. Так, все, я себя слышу. Самое главное то, что я себя слышу в телефоне. Итак, дамы и господа, добрый вечер всем экзотанкистам и экзотанкисткам. Всем бандитам и бандиткам. Всем мальчикам, всем девочкам. Итак, с вами, как обычно, Геннадий, и сегодня у нас 30 декабря 2020 года, последнее 30 декабря, на самом деле, единственное 30 декабря 2020 года, вот, последний стрим в этом году, вот, и сегодня у нас необычный стрим, сразу сейчас вам расскажу, что у нас сегодня интересненького. В первую очередь, давайте-ка посмотрим, кто у нас в чатике есть. Мистер Мойс, да, здравствуйте, Иллюзия, мистер Деннис и Валера, всем привет, как раз рад, вы прячетесь, выезжайте, сейчас мы вас как. Окей, смотрите, давайте так, сегодня у нас стрим необычный, он будет немножко интерактивный, очень много было различных просьб, да, возможности пообщаться с разработчиками, да. Сегодня у нас будет некий вариант общения с разработчиками, а именно возможность поиграть с ними напрямую. То есть сегодня я вместе с командой из разработчиков из 4 человек буду играть против вас. Я каждый раз, когда мы будем запускать игру, мы будем обязательно предупреждать заранее, говорить, что вот через 5-10 секунд мы запустим. Сегодня у нас в составе Developer 1, Developer 4, Developer 1, Developer 5 и Developer 3. Вот, а я делаю моды. Сейчас расскажу, как данный процесс будет происходить. После каждой игры, у нас сначала будет одна такая небольшая разогревочная игра, и после каждой игры я буду зачитывать небольшой один элемент, один факт о каждом разработчике, и ваша задача сопоставить по игровому поведению, какой факт к какому разработчику относится. И в конце стрима мы зачитаем все вместе и попробуем сделать некоторый психологический портрет каждого разработчика. Да. А куда дели второго девелопера? Второй девелопер у нас запасной. Если какой-то из девелопер по своим делам отлучится, придет второй девелопер. Он у нас в очереди, грубо говоря, так. Давайте, вот. Но перед тем, как стартануть, опять же, нужно же, да, пояснить, без нашей традиционной, конечно, без нашего традиционного начала никуда. Сегодня, дамы и господа, 30 декабря. И, конечно же, я вас всех поздравляю с огромным, очень важным для всех праздником, Днем Республики Мадагаскар. В 1975 году была образована Демократическая Республика Мадагаскар. Давайте похлопаем всем. Все молодцы. Поэтому, если есть кто-нибудь, кто смотрит нас из Мадагаскара, вас поздравляем. А всех остальных мы хотим поздравить с наступающими новогодними праздниками с 1 января, 31 декабря и так далее до окончания всех праздников. Заранее предупреждаю, что в эту пятницу меня не будет, потому что Геннадий поедет поздравлять своего племянника, поэтому вот такой вот интересный сюрприз. Итак, мы, наверное, в ближайшее время через минуточки-две стартанем разогревочную. Все, кто есть, пожалуйста, собирайтесь. Давайте посмотрим. А вот у нас уже собираются в группу, да, мистер Мойс, мистер Морт, все остальным соболезную, да. В общем, вижу то, что кое-кто уже собирается в группы. Всех, конечно же, ждем. Первая игра, опять напоминаю, будет разогревочная, мы с вами поиграем, никакие факты я читать не будем, а уже после второй игры я уже буду зачитывать по факту. Ваша задача, уже посмотрев, как ведут себя игроки на поле боя, составить психологический портрет. Предупреждаю заранее, не все факты являются такими объективно влияющими, то есть которые объективно показывающими характер, но если аккуратненько, вдумчиво посидеть, подумать, то все-таки можно попытаться угадать. Давайте-ка сделаем вот так. Добавим звука, как обычно. Мы любим цифру 29. На наших стримах мы всегда на 29 делаем. Итак, дамы и господа, готовы ли вы?
Мистер Лигус ТВ делает моды. Мистер Лигус у нас мододел. Отлично, супер, классно. Но если вдруг ты захочешь присоединиться к нам, а я тебе все-таки советую, потому что это последний в этом году стрим и единственный на новогодние праздники, то я тебе советую обязательно сегодня поиграть с нами. А может даже попадешься, да, вот. Можешь лично, да, свою обиду. Вот ты вот все время рассказываешь нам о том, что игра вот не работает, что-то там происходит. Вот ты лично можешь объяснить это девелоперам. Вот, в бою рассказать, да, вот, высказать свое мнение при помощи игры. Конечно же, пишите свои какие-нибудь штукенцы, не обязательно вопросы. Ну, вопрос можешь не писать, смысла нет, я их, конечно, прочитаю, но вам ответы разработчики не дадут. Но, может быть, из этих вопросов составят какой-нибудь чек-лист, который в будущем иллюзия передаст разработчикам. Итак, давайте-ка стартанем, наверное. Я надеюсь, все меня слышат. Разработчики меня слышат, игроки меня слышат. Мы пошли разогреваться. Первая разогревочная игра. Нам нужно немножечко понять, кто как играет. Признаюсь честно, одну игру с разработчиками я до стрима уже сыграл. Вот. Чтобы понять, кто как себя ведет. Удачки всем. Да, всем удачки. У меня не будет звукового соединения с разработчиками. Но у них свое пати, да, вот. Я буду просто игроком в их пати. Вот, грубо говоря, так. Моя основная задача это следить за чатом. Вот, и вести стрим. Смотрим. Стартанули мы уже. Мистер Мойс мы уже видели, да? Мистер Мойс и Мистер Морт уже были в группе. Может быть, у них была одна группа, или это были две раздельные группы. Вот, но они в любом случае уже были готовы вовсю уже стартовать. Опа, игра нашлась. Принимаем. Надеюсь, все ее примут. Смотрите. Опачки. Вот и все. Видим Амадеус. Добрый вечер. Мистер Мойс, мистер Деннис, мистер Морт и Вез Фожупери. Я не помню, знаком ли мне данный ник, либо нет. Давайте-ка возьмем, ну типа, начнем с клинка. Мне прям такие чешутся ручки. Начать разогревочный дружеский матч. Хочу заметить, да, что у разработчиков очень интересные аватарки. Увидим, да, у Developer 4 и у Developer 5 аватарки в виде печенек новогодних. Имбирно-овсяных печенек. Вкусненьких. Аж захотелось печеньки. Но надо понимать, да, Геннадию печенек много есть нельзя. На одной чаше весов стоит печеньки, на другой красивый Геннадий. Третий скромный. Третий скромный. Да, третий скромный. Но у скромного, по-моему, этот портрет называется Zero One. У нас захват, режим захват, поле битвы Нерио, потерянная колония. Итак, самый стандартный режим и самая стандартная карта. Для разогрева самое то. Хочу заметить, что у нас девелоперы первый уровень все, да? Означает, что они все новички. Может быть, они совсем играть не умеют, как думаете, да? Чатик, давайте ставки. Кто победит в первой игре? В первой разогревочной. Готовим, давайте-ка посмотрим. Ой, смотрите, какие все нарядные. Просто все супер нарядные. Один такой Геннадий не нарядный. У меня вот оно. Но у меня я тоже не слегка нарядный. Я промолчу, но кулачки поддержу. Ага, кулачки, хорошо. Так, видим то, что все наши союзники супер красивые, супер нарядные. Но мы-то помним, что мистер Деннис и мистер Мойс и Морт, они тоже не менее нарядные. Так, смотрим, что же у нас будет. Видим то, что наши девелоперы немножечко разъезжаются в разные стороны, будут захватывать точечку. Ага, на базе целых двое остались. Но это, видимо, такой стратегический ход. Но враги находятся очень близко друг к другу и аккуратненько в пятером выезжают. Ага, первый вижу мистер Мойс, вижу, все выезжают. Сейчас мы их цепанем и
Будем ловить по одному. Так, видимо, Амадеус уже на старме поднял свой основное орудие и хочет уже прицелиться, кому-то в лицо дать, нести урон. Будем, конечно же, в первую очередь желательно уничтожать Морта, потому что это персонаж, который хилит. Опачки, сразу получил на лицо свой залп и залп в лицо. Залп в лицо. Нужно отходить, постараться уничтожать врагов по одному. Видим, да, то есть вот мистер Деннис выезжает к нам в тыл, а Девелопер 5 нужно помочь. Помочь Девелоперу 5. Нет, мистер Морт практически выжил на одном хп. Давайте глянем, что мы сможем с ним сделать. Получили мы усиление. И может быть у нас нет. Слишком быстро отхилился мистер Морт. И все, ничего не получилось у меня. Уничтожили. Смотрим. У нас союзников. Мистер Девелопер на 4. Ну, наверное, может быть и Мисс. Да, ну давайте буду называть просто Девелопер 4. Выезжает. Начало, конечно же, за игроками. Начало, конечно же, очень интересно. Посмотрите, сколько киллов сделали враги, игроки, и сколько сделали девелоперы. Ну и Геннадий. Геннадий не сделал ни одного килла, но ничего страшного. Как только Гена получит ультимативную способность, мы там всем расскажем, кто здесь прав, кто виноват, что мы будем делать и как дальше быть. Мистер Деннис, посмотрите, какой красивый, свои способности все использовал. Опа, вот он, какой, смотрите, какой красивый, красный, как настоящий, наверное, Тони Старк. Помните, мы играли против игрока с никнеймом Катин Колобанов. Вот, этот игрок напоминает мне Катина. Ну, ой, смотрите, получили один дизейбл, сразу же после одного дизейбла получили второй. Нас просто уничтожили, но ничего страшного. Сейчас мы встанем поближе друг к другу. Нам нужно всего лишь держаться вместе. Видим то, что отдали мы первые несколько фрагов, но это ничего страшного. Единственная проблема в том, что мы отдали эти фраги и отдали, получается, уровень. Но если мы возьмем и перезахватим точечки, то мы уровень восстановим. Видим, что кто-то из врагов захватывает точку. И давайте сразу поможем уничтожить врага. Ближайшего нет. Там и враг. Нужно не распылять свой урон, а сразу же давать его концентрированно в одну цель. Так, первый килл. Отлично. Девелопер 4 сделал первый килл. Великолепно. Даже второй, даже третий. Вот это да. Совсем скоро мы получим ультимативную способность. Видим то, что у нас вот этот вот танк, это союзный. Разворачиваемся и стреляем в Амадеуса. Амадеус хочет нас оттаранить. Таранил, в принципе, неплохо. Надо давать дэмэдж в заднюю часть корпуса. Это прям хорошо. Ультимативная зашла от мистера Мойса. И сразу же отлетел в таверну Геннадий. Ничего страшного. Геннадий это всего лишь разминочное. Видим то, что Девелопер 5 ждет Геннадия, чтобы вместе выезжать. Если выедем вместе, то будет, в принципе, гораздо лучше, да? Ехать по одному нехорошо. Предлагаю помочь союзнику. Опа, сразу же пока что выехали и получили на себя эту виртуализацию, но мы даже не знаем, кто в нас стрелял в виртуализации. Я не имею ни малейшего понятия, кто из врагов. Ага, это был Девелопер 4. Все, понял. Это была попытка спасти. Это была попытка спасти Геннадия. Вот. В принципе, спасибо. Я практически выжил. Что мы будем делать? Давайте-ка мы захватим точечку. У нас, видите, experience практически. Мы получили третий левел. Нам супер важно его... Ой, первый левел. Нам его супер важно получить. Второй левел, я хотел сказать. И как только мы его получим, то мы сможем загрызть врагов с ультимативной нашей. Видим. 28%. Союзник наш. Ой-ой-ой, мистер Деннис, что ж вы себе позволяете? Как вам не стыдно, мистер Деннис? Я тут вообще-то точку захватываю. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще уйти вот в свою инвизибилити нехорошо. Сейчас я без сомнений вижу то, что мистер Морт. Сейчас они вот меня с двух сторон будут, получается, прижимать. Вот она поставлена бомбочка, и бомбочка взорвалась. Я, кстати, не заметил, как она была поставлена, но я был готов внутренне, что она появится. Но вот такие, давайте-ка оценим. Нет, видите, не успели мы оценить внешний вид наших союзников. Красоту на эти танков. Но ничего страшного. Сейчас мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в зимнюю
Царю. Как-то в песне, я не помню. Так, уничтожаем Амадеуса. Никуда он у нас не уйдет. Инвизибилити тоже не уйдет. И заюзать свой Баблгам тоже не получится. Ох, как хорошо играет мистер Морт. Как сейвит мистер Морт. Прямо именно из данной механики у нас не получается никого убить. Давайте-ка попробуем что-то такое вот хорошенькое придумать. Получили двойной залп нам в лицо. И кибератаку от... Так, кто это? Как кибератаку зовут? Это у нас Вез фо Джуфер. Вот, да, или Вез фо Джуфери, да, Вез фо Джуфери. Не получается. Не получается ничего сделать. И так. Посмотрим. Союзники у нас пока что. Да, сразу видно, что это разогревочная. Уровень пока получить не можем, но ничего страшного. Выезжаем, нужно держаться поближе друг к другу. В первую очередь супер важно выносить господина Морта. Вот, он просто очень сильно хилит всех. Вот он, кстати. Тихо, тихо, тихо. Тихо в лесу, только не спит мистер Морт. Вот он. Уничтожаем мистера Морта. Вот и не спит. Так, союзник мой вылетает. Не успел, не попал. Ни одной способности никуда не попал. Но ничего страшного, давайте-ка... Ой, нас развернули. Давайте стрелять. Вижу то, что здесь стоит бомба. Ее сейчас взорвет мистер Деннис. И я взорвался. Сразу же Рэмпэдж. Какой какой сильный. Ох, отличная игра. Давайте похлопаем всем. Похлопаем союзникам. Это была разогревочная игра. Первая, опять же, не считается, как я вам заранее сказал. После первой игры не будет, опять же, прочитываться факты. И мы чисто разогрелись, ручки свои протерли. Теперь мы поняли, да, что это не простая игра, что союзники и враги прямо постарались. И вот сейчас будет очень мощно. Итак, наверное, мы можем, в принципе, не ждать никого, да, потому что вот... И сразу стартовать. Дамы и господа, я предупреждаю всех, что через 5 секунд я начну. 5, 4, 3, 2, 1. Стартуем. Итак, первая игра была разогревочная. Мы немножечко поддавались, честно вам скажу. Я как Геннадий, я сам лично поддавался. Поэтому в следующую игру буду играть максимально скрупулезным, максимально сосредоточенным. Отличный был выбор персонажей у врагов. Сразу было видно то, что все друг друга сейвят. Особенно мистер Морт, да, вот взял механика. И никак не получалось этого механика уничтожить, да. Мы вот прям постарались. Мы хотели его убить, но нет, никто не дает. Если мы не убиваем механика, то получается механик всех похиливает. Молодцы, игроки. Молодцы. Прошлая игра у нас была найдена, по-моему, 53 секунде. Сейчас ждем. Это на 51 секунде. Принимаем. Конечно же, принимаем. Так. Мы попались против того же самого состава. Давайте подумаем, что же нам взять. Кто кого возьмет? Давайте-ка возьмем Теслу. Мы первую игру сыграли на клинке. Клинок один из самых моих любимых танков, но сейчас хочется на Тесле. Видим, что пик у врагов примерно одинаковый. Видим, что опять мистер Морт взял механика. Его опять нужно фокусить. Так, у нас наш пик тоже относительно сбалансирован. У нас 4, получается, танка штурмовика, один защитник. Нет ни одного техника. Но вот это, кстати, может быть проблема. А видите, у врагов получается киборг, техник и механик-техник. О! Режим называется контроль маяков. Будет супер интересно. Поехали дальше. Вопрос к чатику. Если есть здесь либо Морт, либо Мойс, скажите, пожалуйста, вы уже сегодня тренировались? Играли днем?
Или еще не играли. Это у вас первая игра. Я сегодня еще не смотрел Discord. Ты как только с работы пришел, сразу же вот, получается, запустил. Не игра. О, мистер Мойс, молодец. Не... Вот. Первая игра. Отлично. Хочу сказать, что первая игра была хорошей. Так, смотрим, что делают наши союзнички. Союзнички, наверное, нам желательно выезжать на одну из точек. И захватывать ее сразу же. У нас танк очень быстрый. Вижу то, что враги едут к нам. Сейчас будет интересное месиво. Часть врагов разделилась. 3 едут к нам, 2 едут туда. Было бы неплохо, чтобы у нас также примерное разделение было. Начал захват я, первый. Сразу же заряжаем свое орудие. И моя задача просто не умереть как можно быстрее. Не умереть. Как можно дольше здесь продержаться. Вижу, что Мойс пытается в меня попасть своими способностями нехорошими. Видим, что дал залп по морту. И сразу же атакую мистера Киборга. Прячемся за естественными преградами марсианскими. И Developer 3, давайте-ка, пожалуйста. Ой, хорошая работа. Первый килл сделан супер правильно. Мы уничтожили, получается, самого важного игрока, мистера Морта, который всех хилит. И вот он, мистер Морт, также стоит в огне. И мы его сейчас будем тоже, получается, уничтожать. Ой, хорошо. Взяли улучшение конденсатор заряда. Первую точку мы захватили, но, есть одно но, да. Все мы вчетвером, получается, впятером сюда приехали, но при этом режим-то у нас не такой. В данном режиме побеждает тот, кто как можно дольше захватывает точку. Держит ее в обороне. Поэтому будем ждать, когда Морт сейчас выйдет. Вот он здесь стоял. Вот прямо тут, да. И сейчас, может быть, покажет нам свое лицо. Нет, не хотят враги выезжать по одному. Они вот все правильно, кстати, делают. Давайте-ка, может быть, нам тоже стоит выехать на перезахват точки, да? Оставить 2 девелоперов. Давайте-ка посмотрим, что же тут у нас творится. Союзничка моего подбили. Видим. Здесь тоже никого не видно. Он там сразу же нажимается способность у танка. Вот так вот. Так, ой-ой-ой, получили ли мы вот этот вот способность виртуализация. Так себе, конечно, то, что мы ее получили. Насколько помню, она накладывается мгновенно. И получили мы Disable. Ну что ж, давайте-ка сразу же подготовимся. Заряжаем. Ой-ой, усилитель заряда. Вот, уезжаем. Сейчас нам в заднюю часть корпуса будет стрелять мистер Деннис. Не стреляйте, мистер Деннис, либо убивайте меня прямо сейчас. Отлично, отлично было убито. Наконец-то забайтил на бомбу. Бомба была взорвана. И за счет этого мы, получается, у нас было очень небольшое количество хп, честно говоря. Вот, смотрим, что у нас делают наши союзники. Они мешают врагам захватывать точки, что в принципе очень логично. Видим то, что Амадеус на своем коронном Тесле бой. Амадеус коронный Тесла бой не дает ничего делать. Окей, окей. 3 моих союзника отправились в таверну. Давайте-ка уже тогда что-нибудь придумаем и захватим вот эти 2. Ну, если не захватим, то помешаем захватить вражеские точки. Ультимативной мне нет, поэтому дэмэдж он относительно не бёрстовый. Выезжаем. Выезжаем. Смотрим, вот он Амадеус. Что тут всегда происходит? Отлично, какая красота. Мистер Амадеус, не убивайте меня. Так, смотрите, что делает вот этот человек. Смотрите, что делает. Он засейвил союзничка при помощи способности вот этой вот виртуализации, да? И сразу же дал нам контроль. И мы не успели, получается, ничего сделать. Но у меня тут чисто настоящий зимний танчик помощник приехал. Сейчас я надеюсь, что я выживу. Ой, хорошо сыграно. Ой, хорошо. Точку перезахватили. Шикарно союзнички помогли. Все супер классно, супер великолепно. Но уже другая проблема. Ультуем. Нажимаем кнопочки. Ctrl. Ага.
Третий уровень мы апнули, потому что время восстановления у нас 30 секунд. Отлично, шикарно. Все выехали, и все, получается, мы отбили точку. Но вторая точка, конечно же, не под нашим контролем. Посмотрите, какие красивые скины у разработчиков. Вот. Снежинка. Снежинка. Ага. Окей. Ну что ж, давайте-ка начнем. Укрепление. Так, ой-ой-ой, противники отправили сигнал. Ну что ж, первая игра. Поздравляю. Игроки победили. Видимо, игроки не зря так много и качественно отыгрывают. Да-да-да, именно этот смайлик. Да, действительно. Ну вот, видите, хотя с другой стороны вы можете посмотреть, да, у моих-то союзников-то первый левел, вот видите, первый левел, первый. Поэтому, в принципе, логично. Ну что ж, подошло время для того, чтобы для выпуска первой партии фактов. Чатик, готовы ли вы? Я хочу, чтобы кто-нибудь в чатике написал плюс, что он готов и внимательно слушает. Я начну читать. Наверное, вы, скорее всего, не поняли, кто есть кто, потому что игра всего лишь первая, поэтому сейчас, даже если вы не будете ничего предполагать, я их просто прочитаю, и мы с вами будем еще наигрывать до тех пор, пока мы с вами не поймем определенный майндсет каждого игрока. Ну вот, по крайней мере, вот мне так кажется, да, вот. Давайте так. Первая партия фактов. Я готов прочитать, да, вот первый. У нас среди разработчиков есть один специалист, который закончил музыкальную школу по баяну, но по жизни является гитаристом. Не знаю, как данный, не совсем понимаю, как данный факт может рассказать, да, вот о разработчике, какую-то выявить его какую-то сторону, такой вот интерес. Но может быть, да, вот я могу первое, то, что мне в голову приходит, это то, что человек, да, хоть и учился на одном музыкальном инструменте, но у него есть умение, ну, то есть он настолько быстро адаптируется, что в принципе вот взял и научился на гитаре самостоятельно. Вот. Это первый вариант, да. Есть второй. Разработчик пишет то, что у него самая главная мечта есть и не толстеть. Никак, да, вот. Мистер Мойс пишет, что никак, да, вот. А как тебе мечта есть и не толстеть? В первую, то есть самое первое в голову, что приходит, если бы я такое услышал, я бы подумал, что разработчик, скорее всего, женщина. Ну, мое субъективное мнение, да, вот. Третий факт, о, смотрите, очень интересный. Может выдыхать воздух из глазницы. Very interesting. Very interesting. Вот, четвертый факт. Пишет книгу об огненных магах. Во, это супер интересный факт, да, потому что я владею этим, если не толстеть. Мистер Мойс, вы владеете этим. Поздравляю. Но, может быть, помните, мы с вами обсуждали то, что это вот, возможно, частично связано с тем, что высокий уровень метаболизма. Плюсую. КПТН, здравствуйте. Плюсует. И вижу, что и последний факт, это имею в коллекции 20 пар кроссовок Adidas и некоторые лимитированные издания, да, вот. Интересный человек, коллекционер. Вот, сразу можно сказать, что этот разработчик-коллекционер. Ой, подождите. Да, я часто ем, Мойс. Да, все верно. Подождите, я забыл сказать то, что мы стартуем. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Мы поехали играть. Все. Ясно, куда денежки ушли. Да, понятно, куда денежки ушли. Вот. Поехали в следующую игру. Мистер Мойс, что-то вы прям очень жестко играете. Вот это вот у вас новый игрок появился, да, получается, вот этот вот. ВЗЖДФУ. Как-то очень сложный никнейм. Мне не получается его правильно прочитать все время. Так, ждем, когда игра начнется. Игра началась. Стартуем. Ну, не хочу хвастаться. Ну, вы хорошо сыграли.
Я думаю, что я лучший игрок на Диабло. Да, новенький. Мистер Неко, это, наверное, ты и есть. Отлично. Мистер Мойс считает, что он лучший игрок на Диабло. А так, мистер Мойс универсал. Отлично. Универсальным игроком быть хорошо. Одобряю. Возьмем-ка мы тогда сейчас старика. Угу. Но я считаю, что я не универсал. Я вам сразу скажу, что вот на некоторых танках я не очень хорош. Вот на механике я не очень хорош. Ну вот, вы сами видите, да, иногда. Вот. Я хорош на защитниках и на штурмовиках. Итак, давайте оценим наш пик. Теперь видим, что враги поменяли свои роли. Теперь вот этот вот Вез Фо Джуфери, мистер Вез Фо Джуфери, стал механиком, а мистер Морт решил сказать: вот, наконец-то появилась возможность бить разработчиков, и я буду этим заниматься лично. Вот. Именно об этом подумал мистер Морт. Я Фоксик со второго аккаунта сижу. Фоксик, привет, 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 очень рад тебя видеть. Вот. Видел тебя там, получается, стрим был недавно, да? Я, к сожалению, на нем не был, но я видел сам после, получается, твоего стрима видел видеоролик. Да-да-да, контроль маяков. Ну что ж, наконец-то нас за этот день впервые кинуло на карту Квирин. И на ней мы с вами будем... О, смотрите, я наконец-то... Вот, посмотрите, пожалуйста, вот мой... На прошлом стриме я красил свой танк, наклеил наклейку, подарочек УГУ, пыталась стримить. Почему пыталась? Продолжай, мы все будем приходить. Я, к сожалению, могу только вечером, да, потому что днем у меня рабочий процесс. А если вечером будет, то я обязательно буду заходить. Видим то, что наши союзники Developer 3, Developer 5 сразу же ускорились, полетели. Будем смотреть. Давайте так. Мисс Фокси, как вы считаете, есть ли у разработчиков первого уровня хотя бы один шанс взять хотя бы одну игру? Я считаю, что есть. Видим то, что враги быстрее. Я вечером не стримлю, у нас сразу все выписано. Да, есть такое. Видим то, что враги гораздо быстрее, чем мы добрались до точки. И... Ох, все, слышу, что там происходит нечто страшное. Сразу же подъезжаем. У нас просто очень медленный танк. Нет, шансов нет. Ну, может быть и нет. Но на самом деле я считаю, что наоборот. Да, вот я считаю, что вот какой-то небольшой шансик, но есть. Ох, какой выстрел хороший. Практически попал. Практически. Мистер Мой, что вы там на Диабло вытворяете? Свои нехорошести врубаете. Используете свои... Опачки, попали. Все, мистер Мойс. Вот, мы вам прописали билет домой. Так. Ох, хорошо. Я, кстати, куда-то не туда нажал. Ну все, смотрим. Отлично, на нашей точке никого нет, теперь нужно помешать врагам. Нужно, чтобы кто-то из моих союзников заехал на вражескую точку и попытался что-то там сделать. Я буду, как настоящий защитник, защищать свою. Буду смотреть вот сюда и сюда. А мистер Developer 4 будет смотреть вон туда. И будем приглядываться и не давать врагам мешать нам захватывать точки. Режим, в принципе, очень интересный. Для таких вот вещей. К сожалению, знаете, я не могу стрелять через стены. Если бы в этой игре была возможность вот так вот взять и выстрелить снайперским, знаете, как снайперским выстрелом и прям уничтожить с одного выстрела, то я бы ею воспользовался бы. Смотрим, что Developer 5 выезжает на захват. Я буду стараться не давать врагам выехать сюда. Как хорошо, смотрите, отыгрывают союзники-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Вижу то, что где-то вот тут есть кто-то нехороший. Сейчас мы узнаем, кто-то к нам сейчас пытается заехать.
Я прям чувствую, знаете, как настоящий волк. Давайте представим, что у нас мы волки. У нас такая вот опачки, опачки. Так, подождите, куда же я стрельнул сейчас? Так, вы все вчетвером сюда приехали. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, получил я, конечно, виртуализацию. Вчетвером выехали. Значит, если наш союзник один хотя бы захватит вражескую точку, будет неплохо. Давайте попробуем, что это такое. Ой-ой-ой-ой, какой хороший Геннадий. Ультимативная зашла. Не убила меня. Я прям супер классный. Попытался дать залп по врагу. Не получилось ничего. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Massacre. Итак, давайте посмотрим, что делают наши союзники. Самый близкий к вражеской точке это Developer 3. Если он перезахватит вражескую точку или хотя бы не даст ее захватить, то в принципе было бы неплохо. Так, Developer 5 едет сразу против двух игроков. Max Skill. Так, видим, да, игрок. Никнейм Max Skill. Максимальный скилл, да, или максимально скиллованный игрок. Отличный, ну, типа, никнейм. Я считаю, что он, в принципе... Да вы что? Я тут... У меня очень важная игра, я тут, получается... Так... мистер Девелопер стреляет в меня. Поехали, поехали, поехали. Или мисс Девелопер. Я точно не помню. Точно не знаю. Поехали дальше. Так, мистер Макс Хилл. Стойте, пожалуйста, на месте. Я, конечно, очень рад общению с вами, но меня ждут эти дела. Знаете, первым делом самолеты. Ну, а девушки потом. Но в данном случае речь идет не о девушках, а о пострелушках. Ой, как хорошо здесь были расставлены вот эти вот, получается, турели. Турели были расставлены так, чтобы мы об них спотыкались и у нас не получалось нормально что-то сделать. Ну что ж, смотрим. Союзнички хорошо отыгрывают. Уровни хорошие. Подъезжаем, прицельным огнем стреляем. Ох! Чисто снайпер на Геннадии. Геннадий Слав. Пам. И... Пам. Так, хорошо. Не дали никому себя, получается. Ох, смотрите, я стрельнул, но оказывается, что что-то там. Давайте-ка, союзники, залетайте туда, девелоперы, и не давайте врагам творить ересь. А я буду отбивать точку. Выживай, друг мой, выживай. Не получается, видите, скорость полета снаряда, она относительно невысокая, поэтому при дальних поездках Ох, какой же ты хороший игрок на мойсе. На тебе, я тебя таранил, я чисто затаранил. Да вы шо такое, что ж такое страшное творится тут? Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте-ка попадем. Мистер Макс Килл. Отлично. Так, попал по мистеру Макс Киллу. Моя задача просто как можно дольше оставаться в живых и не давать врагам в меня стрелять. Так. Так, взрывает меня, мистер Мойс взрывает, практически взорвал. Ой, мама, Мойс на меня газует. 4 девелопера тебя ласкают. 4 девелопера шепчут тебе. В этом, в моем случае происходит наоборот. 4 игрока. Но придумать на ходу рифму у меня сразу не получилось. Итак, вторая игра. В принципе, молодцы. Давайте похлопаем. Я хочу сказать, что вот вместе с командой разработчиков, лично я, да, вот очень, в принципе, стараюсь. Ну да, Шторм на 150 адекватно. Кстати, мистер Мойс, я видел твое сообщение, вот, в принципе, в Дискорде.
ты, в принципе, написал нормально. Я надеюсь, что это сообщение дойдет до разработчиков, и они может быть, это когда-нибудь впишут. Шторм больше всего убил. Хорошо, хорошо. Ну ладно, может быть ты и даже прав, да? Я все время с тобой спорю по поводу того, прав ли ты, может быть ты и даже прав. Итак, подъезжает вторая волна, получается вторая волна фактов о разработчиках. Кстати, я хочу сказать, что среди этих фактов есть один факт о стримлере. Поэтому держите в курсе, да, разработчика 4 и стримлер Геннадий. И я сюда вот факт про себя тоже впихиваю. Так что слушайте внимательно. Может быть, вы даже угадаете, да. Вот, второй факт. Разработчик данный считает, что самая лучшая пища богов — это жареная картошка. Угу. Интересно. Вот. Можно ли по поведению это понять? Тоже очень интересно. Итак, далее. Едем дальше. Следующий разработчик говорит, что он живет и работает в Калифорнии. Ну, может быть, игроки решат потроллить вас, отдав одну победу вам. А почему, что значит потроллить? Ну, вы представляете, кто-то троллит, отдав победу. Вот это да. Вот. Мистер Мойс говорит, что ему просто бы уменьшить перезарядку и увеличить время КД способности на моментальную перезарядку. И уменьшить защитные свойства. Ну, у него и реген, и броня, и щит. Интересно. Итак, поехали дальше. Читаем третий факт о разработчике. Каком-нибудь рандомном. Пишет то, что он имеет диплом преподавателя. Интересно. Следующий факт. Данный разработчик считает, что Дэвид Боуи это лучший певец всех времен и народов. Интересно. И последний факт, да, вот о нашей команде считает, что ездит на работу только на электросамокате. Так, я пока стартую игру, вы пока думайте, и потом в конце игры мы прочитаем все факты сразу и попытаемся определить, кто есть кто. Мистер Мойс пишет в чате: как бы Диабло платить за свой урон защитой, а Шторм не платит защитой. Угу. Опа, что это было? Все окей, отлично. Интересное мнение. Ну, на самом деле, может быть, и ты прав, да? Вот я почитал. Мне, кстати, очень было интересно читать твое мнение. Очень надеемся, что разработчики прислушаются. Скажи, пожалуйста, вот какой самый наиболее пикаемый твой танк? О, смотрите, мистер Снипер. А еще Диабло платит подвижностью в начале боя. Угу. Но, смотрите, с другой стороны, можно предположить, что Шторм за свой урон платит тем, что у него очень большой кулдаун, 16 секунд, получается, основного орудия. Да? Так, принимаю бой. Итак, все наши друзья опять с нами играют. Никого пока не кидает еще. Ну что ж, возьмем-ка мы какой-нибудь интересный танк. Возьмем мы, наверное, диверсант. Все, мы чисто на диверсанте. Самая имба это Диабло. И точка. Мистер Капчин. На самом деле, по поводу Диабло. Ну вот это первый танк, на котором я прямо наиграл на большое количество часов. Действительно. Есть такое мнение. Итак, танки были пихнуты. Я взял диверсанта. Теперь Амадеус тоже на диверсанте. Очень ждем, какой будет режим. Это КД спокойно проходит, когда есть способность на моментальную перезарядку. А потом еще в щите. Да, а если нет способности на моментальную перезарядку, то что тогда? Видишь, проблема в чем? Если у тебя нет КД, да, то получается, что ты можешь стрелять только по одному персонажу. Если двоих, то никогда не хватит дэмэджа на двоих.
Посмотрите, у мистера Денниса 61 уровень, у Мадеуса 59. Хорошие левела. И потом просто в щите проходит половина перезарядки. Щит в помощь. Угу. У нас снова потерянная колония и снова контроль маяков. Всем привет, добрый вечер, мистер КамАЗ. У нас сегодня интересный стрим. Сегодня у нас у игроков есть шанс отомстить разработчикам, в кавычках. В моей команде 4 разработчика. Андрейка, это X рассказываешь. Почти. Угу. Уезжаем, скорость у нас такая большая. Ща будет геймплей, господа, дамы и господа. Сейчас мы постараемся сделать по максимуму интересно и хорошо. Смотрим, да? Посмотрите, да, вот если посмотреть на то, как играют разработчики, то можно заметить одну интересную особенность, то, что все разъезжаются в разное время и в разные места. Приятного аппетита. Я думаю, бананчики лучше, да? КамАЗ, бананчики это всегда very good. Банан одобряю. Так, свои, конечно, эти штуки разложил, раскидал, Амадеус, нехорошести свои. Да что, серьезно? Так. У нас, короче, бойня чисто с мистером Амадеусом, но я не попал ни одной способности. Там даблкилл делает мистер Деннис. Смотрим, триплкилл делает мистер Деннис. Что у нас у Амадеуса? Ай-яй-яй-яй-яй. Чисто дуэль. Я почти. Вы что? Ох. У кого быстрее перезарядиться? Ой, да нет, да серьезно. Просто перезарядка быстрее прошла у Амадеуса, и он выиграл. Так, Фоксик будет петь песни, а за эти песни будут дарить бананы. А стримлеру Геннадию, когда бананы будут дарить. Интересно. 10 килограмм? Нет, не надо 10 килограмм бананов отправлять, это плохо. Потому что бананы, они испортятся за 3 дня, да, к примеру. Поэтому, да, вот 10 килограммов нужно делить на 2, а вторую часть отправлять стремлеру. Так, мистер Дэнни, что вот у вас тут творится? Рассказывайте, пожалуйста. Рассказывайте. Так, кто это тут стреляет? Кто это тут стреляет? Куда стреляет? Ах, вы меня видите, потому что на мне висит... получается, это дрон. На мне висит дрон, и меня видно, получается, вот эти штуки. Ай-яй-яй-яй-яй. Мистер Миш тоже хочет на 5 килограммов бананов. Ну да, бананы, конечно, это хорошо. Так, что ж, вы видите, что вообще произошло сейчас? Вы видели? Это просто же ужас. Мне вначале 100 килограммов предлагали, я передумал. Мистер КамАЗ, а вот как вы сможете съесть все эти 100 килограмм? Ну, то есть это же невозможно, it's impossible. Насколько помню, у банана гликемический индекс 50. То есть, ну, в принципе, конечно же, выше, чем у гречки, но ниже, чем у... но ниже, чем у... Сейчас скажу, как она. У риса. Да, ниже, чем у риса, да, это да.
Сейчас мы... Так, ну, может быть, килл-то у нас хотя бы какой-то будет. Будет у нас килл сегодня? Отлично, наконец-то Геннадий сделал первый килл. Шикарно. Мистер Деннис сейчас будет нас карать. Способность, к сожалению, до меня не дотянулась. Поверь, у меня есть кому отдать. Ох, вот оно все раскидывается. Будем надеяться на союзничков, то, что они побьют врагов. Поеду в деревню, там около 10 детей бегают, слопают все нафиг. Познавательная информация про бананы и гречку, рис. Да, банан на самом деле, хоть, вот вы можете посмотреть, да, какие там инстаблогеры, любители, которые худеют, они кидают бананы в овсянку. Но проблема в том, что не надо кидать бананы в овсянку, вы не похудеете, рили. Уху, 40 секунд возрождения. Мойс, ну какой у тебя левел? Давайте-ка посмотрим, какой левел у Мойса. Нет, мы не сможем посмотреть. 7 киллов. Понятно, понятное дело. Бананы есть нужно аккуратно. То есть перекусывать бананом тоже не нужно. Такие вот дела. Ку с наступающим. Харизматик Кэт, привет. Сейчас вспомню, какой у тебя никнейм был в игре. Архитектор, да? Или аристократ? Аристократ, все, я вспомнил. Аристократ, привет. Добрый вечер всем. Итак, дамы и господа, это третья игра. Ну, просто игроки очень сильные. Игроки очень сильные. Прям страшно сильные. Что ж, поехали дальше. Сейчас у нас, получается, закончена была третья игра. Игры очень заканчиваются супер быстро. Мы читаем последнюю волну интересных фактов о разработчиках. Так, первый разработчик пишет, что он сноубордист-любитель. Второй пишет то, что занимается путешествием. Профессиональный путешественник. Интересно, да? Третий разработчик пишет то, что он очень-очень недолюбливает кошек и при этом любит собак. Супер интересно. Не знаю почему, да, вот как оно вообще. Четвертый разработчик пишет то, что он учился на таможенника и даже немножечко работал в этой сфере. Разработчикам пора поднапрячься. Плюсую. И пятое, что пишут то, что отмечал день рождения императора Японии в консульстве. Был почетным гостем. Смотрите, какие интересные факты о разработчиках мы слышим, да. Опять же, вот хочу предупредить вас, игра началась, интересно, да, что я немножечко схитрил, я в факты о разработчиках поместил еще факты о себе. Если у вас, дамы и господа, появится, ну сейчас игра закончится, да, мы в принципе можем даже потом, наверное, отпустить разработчиков, потому что, видите, да, бедненькие работы, там все дела, вот, и потом пойдем с вами играть, да. Потом ваша задача будет отобрать, если у нас не получится конкретно понять, кто из разработчиков есть кто, я вам зачитаю, но вам нужно будет хотя бы угадать, какие из этих фактов непосредственно к стримеру принадлежат. Кошку подарим ему. Да, кошку подарим разработчикам, без сомнения. Вот. Коты наше божество. Харизматик Кэт, да, вот, согласен. Божество. Ой-ой-ой, кто-то не согласился на бой 100% с той стороны. Вот. У тебя свиньи элитные, что ты их собрался бананами кормить. Кстати, насчет свиней. Вы знаете, что в Китае гречка не является продуктом питания для людей. То есть у нас в России гречка это элитная еда. Ой-ой, смотрите, куда нас закинуло. Это что вообще такое? Это куда нас закинуло? Это вообще что такое называется, господа? Я вообще не понимаю. И почему меня сюда закинуло? А где моя пати? А почему мою пати сюда закинуло? Лучше им расслабиться и принять смерть. Вот. Смотрите, хочу вот сказать, да, вот, подождите, вот сейчас
пик закончится, я посмотрю, да, напишу, может быть, кого-то разработчику и спрошу, а в чем проблема, давайте-ка возвращаться. Мы-то у нас-то последняя игра осталась, мы должны сыграть. Дело не велить, а в то, что можно халявой кормить животину. Так вот, смотрите, китайцы, ну, в своем Китае, получается, гречкой кормят, ну, свиней, а люди не едят гречку. У нас в России, наоборот, гречку сильно едят, вот, и никто гречкой, никто ни в коем случае никогда не будет кормить свиньи, получается. Где находящие энциклопедии? Может быть, да. Приятного всем вечера. У меня дела. Давай, Charismatic Cat. Вот, идет игра, он про свиней. Ну, не, про свиней это вы начали писать. Вы начали писать про свиней, я сразу вспомнил. До этого мы с вами обсуждали пищу, еду. Вот я хотел с вами поделиться интересной информацией. Мистер Миш еще 3 часа будет качать Exotanks. Ну что ж, мистер Миш, как только ты докачаешь, мы сразу же будем бахать. Гена, Мойс, что ты пишешь? Что случилось? Я сейчас выйду, кстати, из этой игры, потому что... Ну, я выйду, да, потому что, во-первых, у меня пати, это не мои друзья, да? Меня выкинуло из пати. Давайте-ка мы найдем. Где там девелоперы? Потому что еще одна игра у нас была обещана девелоперами нам. Так, какие там мне были, да? Все, люди сами добавились. Как хорошо, что Геннадию не надо такой вещью заниматься. Видим. Девелопер 3, 1, 5. Не хватает, по-моему, 4-го, да? Давайте-ка найдем Девелопер 4. Девелопер 4. Не в сети Девелопер 4. Ну что ж. Гена, вас уволили. В смысле меня уволили? Алло, как так? Ты меня не пугай, я буду... О боже, как оно... Девелопер 4, кстати, к сожалению, нет. Давайте-ка подождемся. Еще подождем одну минутку. Девелопер 4. Не в сети. Это хорошо. Иллюзия, я уже там, уже под ником, что и на ютубе. Ага, ждем 2 минутки. Я пока что выскажу свое мнение, да, вот. И мне сейчас должны написать в Дискорде, что разработчика Developer 4 не будет, либо что-то там, да, вот. А мы пока с вами обсудим. Так вот, дамы и господа, вы помните, да? Сейчас мы сыграем еще одну игру, и я вам зачитаю весь список. 4-й наигрался, он же на механике был. Откуда ты знаешь, что он наигрался? 4. Ну все, наши стартанули, отлично, шикарно, великолепно, давайте похлопаем. Наконец-то, игра началась. Союзники стартанули. А его надо было убивать, чтобы не хилял и попал под фокус. Окей. Итак, дамы и господа, это последняя игра с разработчиками. И как только мы закончим, мы прочитаем весь список фактов. Да, вот, и наша с вами задача, я буду читать их теперь уже не по одному, как раньше, да, а я буду читать их уже группой. То есть 3 факта об одном разработчике, 3 факта о втором разработчике, 3 факта о третьем разработчике, 3 факта о четвертом разработчике и 3 факта обо мне. Но я не скажу, какие именно 3 факта обо мне, и вам нужно будет просто попытаться угадать. Я уже стримлю 2 месяца на канале. Если вы угадаете, вы будете большими молодинчиками, молодцончиками. Вот. И любые другие формы, знаете, уменьшительно-ласкательные от слова молодец. Какие вы захотите, те я буду использовать. Кстати, рекомендую не брать шторма. Дикий фокус от меня будет. Чисто хейтер шторма. Окей. Давайте-ка подумаем, кого возьмем. Я бы хотел клиночка взять. Я прям очень хочу. Очень хочу. Давайте-ка возьмем. И возьмем вот этот вот скин бронзовый. Красивый скин. Всем привет. Всех с наступающим. Мистер Борис Роу DR. Добрый вечер. Тебя тоже с наступающим. С великолепным государственным праздником Республики Мадагаскар. Сегодня действительно в Мадагаскаре тоже празднуется праздник. Наступающим всех. Да, это правильно ты делаешь. Фоксик, надо всех, да. Всех с наступающим. Вот. Итак, сейчас. Что за игра? Никита Островский. Это игра Exotanks. Про танков с способностями на Марсе.
привет передавать третьему разработчику. Сейчас. Так, а где третий разработчик? У нас... А, все, понял. Developer 3. Developer 3 вам передается привет от мистера Мойса. Ладно, не скучайте, я пойду на переработку у бананов. Мистер КамАЗ, вы так... Я так понял, что у вас бизнес, да, связан с бананами. Вы этим занимаетесь по жизни, да? Или у вас рабочий процесс. Из бананов можно сделать смузи. Да, смузи можно сделать из бананов, да. Вот. Я на самом деле бананы, когда я худел, прям хорошо худел, я ел бананы, честно, я признаюсь, я вот ел бананы, но я в день съедал по одной половинке банана. Мне понятно, надеюсь, тут нету кей. А что такое кей? Что означает, что ты имеешь в виду по словам кей? Никита тут очень интересно. Да, Никита, это просто супер интересная, супер бомбическая игрушка про супер уникальные танки, персонажи со способностями на Марсе. Вот мы в Марсе, вот кого-то. Вот он, смотри, звезда смерти. Вот она, ту-ту-ту-ту-ту. Где на стримим еще часик? С разработчиками стримим еще часик, да? То есть разработчики могут, точно? Если могут, то это шикарно. Да, я думал, что опачки, какой красивый взрыв. Когда все взорвалось, мне чуть-чуть залагало. На секундочку, на полсекундочки залагало. Даблкил делает Play With Me. Чисто Геннадий, чисто делает серию убийств, чисто, знаете, это месть. Месть за моих друзьяшек. Не надо бить, не надо. Так, кто там прячется? Как оно? Зашибись. Вот и тяжелые танки, средние и легкие. Есть здесь все. И тяжелые, и средние, и легкие. Есть танки, которые ездят на колесах. Есть летающие, как у меня, да. И есть танки, у которых шасси. Вот оно. Здесь все есть. Шторм и еще мощнее, чем дьявол по мощности двигателя. Вот оно шо. Вот оно шо. Пока что читал чатик. Стрелял мимо. Мессакер. Геннадий просто стреляет. Всех убил, никого не пожалел. Просто каратель на Геннадии. Единственное, что проблема в том, что союзники не захватывают точки, но это не страшно. Ведь мы играем не ради победы, а ради удовольствия. Рэмпейдж. Тра-ра-ра-ра-ра. Деннис, вы считаете действительно, что вы куда-то отсюда уедете? Не взрывайте, не взрывай! Господа, друзья, вот эту штуку... эту штуку не сделать. Жду вас. Тут ДД, жирный танк саппорта. Ладно, к вам Дискорд тогда. Давай, залетай в Дискорд. Чисто Геннадий за первые 2 минуты сделал 5 убийств. Вот как нужно играть. Даня мне немножечко свободы действия. И сразу же всех развалил. Соляного. На недельку. До 7-го. Я уеду в Соляного. Вот. Кстати, я вам говорил, мои дорогие зрители, мои любимые зрители, о том, что меня в пятницу не будет. Ну, потому что поеду поздравлять своих племянников я. Вот. Такие вот дела. Жду вас. Никита Островский, обязательно залетайте в Дискорд. Вы должны заценить эту игру. И особенно этот танк, на котором я сейчас играю. Первые 2 минуты сразу 5 танков. Всех! 5 танков всех просто вынес. Всех убил. Такой красавчик. Сейчас захватываю чуточку, вернусь и, может быть, что-то еще интересное сделаем. Единственная проблема в том, что у меня нет ни одного заряда ремонтных батарей. Вообще ничего нет. Будем ждать. Так, ждем. Ждем. Захватим точечку и вернемся. Развернемся. Будем расстреливать по очереди всех. Хорош. А вот у меня тут есть способность, которая КамАЗик, как заяц из мультика «Мешок яблок». Все в дом тащит своим... Так еще и по пути ratует. Да, но опять же, давайте вспомним. В мультике, да, КамАЗик, зайчик-то, он яблоки-то финиш сериал, ему-то потом еще подарили, там и капусту, и всю эту прочую штукенцию. Поэтому, когда ты отдаешь, ты не теряешь. Вот что хочу сказать. Так что, КамАЗик, не волнуйся. Раздавай добро, дари добро по всей земле. Дари добро друзьям на славу. Поэтому все будет very good. Так, вот оно, что от меня стреляют.
Давайте хилиться. Может быть, захватим точку. Будем стрелять, конечно же, по шторму. Такой залп Штормислав, конечно, в меня дает. Надеюсь, у тебя нету... Ох, наверное, я умру. Наверное, я умру. Хилимся, живем. Мистер Морт, давайте убьем Арта. Пожалуйста, го убьем. А, не убьем. Так, что тут у нас, мистер Мойс? Заезжай. Сейчас ультовать, наверное, будет, скорее всего. Ультанет. А никуда ты не уйдешь. Никуда ты не уйдешь. У меня зарядов батареи мало. Взорвали меня. Напрягайте булки, точки катайте, не упарывайтесь в войну. Все правильно ты говоришь. Точки нужно захватывать. Это прям супер важно. Но я сейчас умер. Буду... Девелопер 4, не могли бы вы захватить точечку? Красавчики. Видите, уже начали мы отдавать отпор. Больно так бить. Сейчас я сам поеду. Я как раз взял правильный талант. Я обычно на стриме этот талант не беру, но сейчас мне захотелось взять этот талант. Потому что я вижу, вы толпой на одной точке играете. Да, ты прав. Я взял талант на ускорение за счет своего хп. Вот я ускорился, хп потерял, но так как я из базы стартую, то это прям супер круто. Сейчас мы будем... Вообще, КамАЗ должен быть капитаном. Ну, типа не капитаном, а тренером. Вот, мистер тренер на КамАЗе. Мистер КамАЗ на тренере. Поэтому заезжаем сюда. Разворачиваемся лицом, чтобы получить дэмэдж в лицо. Так, захватываем вместе с девелопером 3 и сейчас поедем. Все, отлично. И берем теперь не автозаряд, а берем ультимейт, да? Куда-то там дрон заберет. Ну да, дрон вроде есть. Ну тут помочь хотелось быстро. О, сейчас меня заедут, сейчас все. Так. Да вы что тут? Что вы себе позволяете? Ой-ой-ой, хорошо. А вас второй дрон на точке, вы что? Наверное, да. Вот здесь, кстати, сейчас очень было хорошо сыграно. Я сразу же получил в лицо очень много негативных способностей, негативных эффектов, хотел сказать. Девелопер 1 здесь стоит, защищается. Он берет 1, как вас 3, да. Может быть. А я хотел, честно, почему я туда поехал, я хотел на опыта отхоботить слегка. Я его, кстати, подхоботил. У меня есть теперь. Надо захватывать точки. Сейчас поеду захватывать. Так, сразу ускоряемся. Я должен убить кого-нибудь. Одного своего отправляет убить вражеского дрона. Угу. Так. Хорошо. Ох, какой там залп по мне зашел. Ой, даблкил в лицо. Хорошо было сыграно. Что ж. У меня просто не хватило ремонтных батарей, если честно. Если бы у меня было чуть больше ремонтных батарей, мы бы что-нибудь такое интересное сделали. Кстати, дорогие мои зрители, дистанцию держи с дивером и перемещайся влево-вправо. Спасибо. Так и буду делать. Дорогие зрители, если у вас есть что сказать разработчикам, вы можете написать в чат. Они 100% это увидят. На других стримах я не уверен, что они вообще их увидят, да, но на этом 100%. Твори добро всей земле. О, хороший дэмэдж. Так, кто там еще в меня стреляет? Сижу вот и думаю, посмотреть ли мне Винни-Пуха. Я, кстати, пробовал. Что это в лицо меня стреляет? Не стреляй. Я, кстати, так не пробовал. Давай на тебе проверим. Не совсем понял, что написал. Но Винни-Пуха смотреть разрешаю. Но только после стрима. Коксик, слышишь? Я официально разрешаю смотреть тебе Винни-Пуха. Ну что ж. Хорошо сыграли, молодцы. Молодцы. Итак, на этом мои фактики закончились, но мы можем зачитать эти факты потом, опять же. Раз уж нам Иллюзия написала в чатик и сказала, что в принципе можно еще поиграть, я очень рад,
Поэтому жду от вас, мои друзья, зрители, экзотанкисты, не знаю, канал не топ, да, аниме. Осуждаю анимешников. Шутка, шутка, шутка. Аниме, конечно, супер классно. Я просто за всю свою жизнь, честно, мое субъективное мнение, максимально субъективное мнение, мне кажется, в оригинальной японской озвучке аниме зачастую некоторые актеры переигрывают. Это мое субъективное мнение. Вот. Всем пока и с наступающим. Здоровья вам и вашим близким. Всех благ. Спасибо тебе большой, КамАЗ, и тебе всего самого наилучшего. Я абсолютно с тобой солидарен. Не люблю, не знаю, куда вот. Чувствую, что разработчики сейчас точно аниме. Что сейчас, Мойс? Проклинают нас. Ну, я думаю, что скорее всего нет. Ну, разработчики, они на то и разработчики, да, вот. Их основная задача именно разрабатывать игру. Вот, чтобы люди в нее играли. Поэтому, знаете, ну то, что игроки сильнее играют, чем разработчики, это супер хорошо. Это очень классно. И в топовых играх, которые разрабатываются разными компаниями, всегда было так, да, потому что ты предполагал, что игроки должны играть определенным способом, но игроки увидели, попробовали и придумали новое применение. Это же супер круто. Есть разные аниме, есть так себе, а есть другие, лишь бы не нерфанули Диабло. Ну, опять же, мое субъективное мнение. Если бы меня спросили, Геннадий, скажите, пожалуйста, какой бы танк вы бы не нерфанули, то я бы сказал, это точно не Диабло. Я бы, кстати, и Штормы тоже бы не нерфил. Если честно, Шторм бы я тоже бы не нерфил. Вот. Все зависит от озвучки, она бывает разной. Но, опять же, я говорю о оригинальной японской озвучке. Мне кажется, что там оригинальные озвучки немножечко переигрывают. Но, если есть у вас какие-то... долго не будем думать, возьмем клинка. Вот. Если у вас есть какие-то интересные тайтлы, вы можете в Дискорде лично составить какой-нибудь топ аниме для новеньких, да. Я в жизни смотрел, по сути, 2-3 аниме. Один из них Sailor Moon, вот, когда был мелкий, да. Второй из них что-то типа того, да, вот. И сейчас мне сложно смотреть. Вы можете мне лично посоветовать, может быть, нет, если будет это один фильм, вот один фильм я обязательно посмотрю. 100%. Я вам гарантирую, что за праздники один фильм я посмотрю. Поэтому Даркона надо апнуть, догорание сделать. Мистер Мойс, вот с этим я бы, наверное, согласился. Мне кажется, что Дракоша немножечко слабоват. Мне кажется, что чуть-чуть. Он очень силен за счет того, что он очень живучий, но урона немножечко мало. Ну, в принципе, это интересное мнение. Вот с этим я плюсую. Со Штормом, ну, наверное... Опа, пока что мы с вами играли, разработчики, смотрите, 3-й левел апнули. Вот, как круто. Вот, поэтому, Фоксик, жду от тебя... Фоксик, действительно, давай так. Ты имеешь шанс сейчас, по-настоящему, да, вот, к себе в свои ряды плюс одного человека забрать, да, вот если ты мне какие-нибудь, это русские переигрывают, да, слишком много эмоций, ну окей, если ты составишь список хотя бы из 3 хороших аниме, по твоему мнению, где не переигрывают актеры, которые можно смотреть, то я вот одно из них обязательно посмотрю. Вот. И если мне понравится, то я, может быть, тоже стану анимешником. Но это, кстати, вот очень маловероятно, но я обещаю, что посмотрю одно. Так, смотрим. Здесь, кстати, в данном режиме супер важно играть аккуратно. Нельзя умирать. Каждая жизнь имеет значение. Мистер Мойс. Вот он, свои кнопочки. Ох, хорошо. Так, нашу точку захватывают, господа, дамы и господа. Даблкил, я еду и нашу точку пойду защищать. Да ты что там творишь, молодой человек или мадемуазель? Что это вообще происходит? Кто-то тут не из нехороших. Вот он опять свои культяпки здесь разложил. Разложил свои эти штуки. Девелопер 1, хелпуй мне. Да ты шо там? Ох, вы видели, что я сейчас сделал? Я случайно на виджет нажал. Правой. Я сейчас его уберу.
Я не знаю, видно ли это на стриме, но я на виджет нажал. Поэтому... Да ты что? Это что сейчас было? А кто меня взорвал? Признавайтесь сразу. Кто меня сейчас взорвал? Выезжаю. Выезжаю на стрелку за вас. Чатик. Чатик. Вот. Мистер Мойс, а вы как вы относитесь к аниме фильмам? Давайте глянем. Вот он, Деннис. Вот он вдалеке стоит. Что там сейчас будет интересного? Вот на этом танке, которым я сейчас играю, да, супер важно не встревать в центр боя. Нужно стрелять, набирать заряды. Вот, и уничтожать по одному. Ну да, Ниба Шторм. 300 урона. Я не могу назвать себе анимешн, если так за 5 лет. Вы что там себе позволяете? Посмотрел примерно 30 тайтлов. Потому что в данный период я не смотрю аниме, так что могу, не могу. Вот 30 тайтлов, это, кстати, немало. Ох, меня опять взорвали. Какую же я ошибку делаю, господа? Я пытаюсь доехать до этой точки, где можно хилиться. Ну, то есть до автомойки. Как обычно, знаете, вот эта автомойка. И вот прям вот это минус большой. Не смотрю аниме, но что-то посоветовать смогу. Да, жду в Дискорд совет. И от мистера Мойса тоже, Жожо. Тетрадь смерти, токийский гуль, черный клевер. Не-не-не, мы... Окей, я понял, вы советуете сериал. Сериал я не смогу, к сожалению, посмотреть. Ну, я не смотрю сериалы. Но, если это будет какой-то один фильм, такой, 2-часовой, с радостью потрачу время. Я посмотрю. Вот Тетрадь смерти, я точно знаю, что это сериал. Да, вот он поставил, конечно, вот эту свою бомбу. Сейчас мы боком залезем, чтобы не взорваться. И сейчас бы не взорваться. Так, еще 3 заряда. Где-то надо нахоботить. И может быть что-то будет. Вот опять меня взрывает. Так. Да ты что? О боже, за 5 лет это мало. За 5 лет это мало. Ну, 30 тайтлов. Но может быть мало. У меня тайтлов всего лишь 2. Это Sailor Moon. А тогда Ходячий замок. Ходячий замок, кстати, я смотрел. Вот. Второй это может быть Ходячий замок. Мне показался Ходячий замок интересным. Я смотрел очень давно. Очень-очень давно. Вот. И что-нибудь еще, пожалуйста, посоветуйте мне. Я вот с радостью посмотрю. Итак, смотрим. Вот, конечно же, твое имя. Геннадий. Аниме Геннадий. Обязательно найдем. Загуглим. Мне хочется посмотреть. Вы, мистер Амадеус, вы вообще нормальный? Почему вы ставите свою ультимативную сюда и кастуете его в меня все время? Это что такое? Это не Unreal. Так не должно быть. Ох, вот оно сейчас меня взорвет. Не взрывайте меня. Вот оно что. Все, все. Я больше не могу возрождаться. Будем теперь смотреть и комментировать. Слишком. Немножечко подрунил я. Жожо. One Piece. Так, смотрим. Девелоперы мои собрались и теперь вовсю будут уничтожать врагов. Угу. Я просто не чатиком, поэтому меня пару раз подловили. Нехорошо. Да. Ну ладненько. Смотрим, вот девелопер один захватывает точку, но ему не дают. Смотрит мистер Мойсон, он пытается выехать, что-то там свои способности нажать. Но тоже что-то не получается. Привет, Гена, папа ставит добрый день. Очень рад тебя видеть. Видел твой гайд на 23 минуты на Штормат. Ты красавчик. Ты прям красавчик. Посмотри ближе, с ума сойдешь. Там очень много серий, примерно 600. Я, наверное, не буду смотреть. Я честно, смотри, зато я очень честен. Очень честен, сразу говорю, не буду смотреть 600 серий. Но у меня просто нет времени такого. Ну вот,
Жожо One Piece, твое имя. Я посмотрю, да. Давайте я скриншот телефона сделаю. Может, вы даже сейчас услышите. Не, вы не услышите. Поэтому что-то посмотрю. Вот, Папа Сталин красавчик, сделал хорош. Вы посмотрите на девелопера опять, сколько у него, какой он красивый. Сколько у него... Посмотрите, с каких вот... Раз, два, три. Какие же у него красивые, получаются, наклейки. Забыл это слово. Почти 1000. Вот. Шикарно. Вот они выезжают, что-то там творится. Жожо всего 150 плюс. Минус. Мне влом, честно. Мне лень смотреть 150 серий. Но если по поводу сериалов, то я в своей жизни мало сериалов смотрел. Я смотрел только такие вот... типа... Ну, есть 2 сериала, которые... Ну, 3 сериала максимум, которые я во взрослой жизни посмотрел. А в детстве я смотрел сериал, который смотрели мои родители. Мама с бабушкой. Папа сериал не смотрел вообще. Поэтому я кое-что даже об этом знаю. 150 это мало. Интересно. Ну что ж. Было very interesting. Давайте пока что у нас наши разработчики еще здесь есть. Мы будем с ними максимально долго играть. Потому что мне даже понравилось. А потом, когда все закончится, я прочитаю еще раз список особенностей. И вы попытаетесь угадать, кто есть кто. Наруто даже смотрите. Какие вы хорошие ребятушки. Угу. Ну вот, Мойс, что бы ты хотел сказать разработчикам? Вот у тебя есть шанс прямо сейчас сказать. Ну вот смотри, давай так, ты скажешь, напишешь в чатик это, но те твои предложения по улучшению геймплея, я тебе говорю, скорее всего, они их прочитали, потому что ты отправил их по правильной механике. Ты отправил это все в Discord, их 100% видели. Вот что бы ты хотел лично сказать разработчикам? Ну давайте... Штормик уже взяли, поэтому Штормика брать нельзя. Давайте возьмем Диабло. Вы представляете, что среди разработчиков есть люди, которые живут в Калифорнии? Сейчас давайте я загуглю, сколько времени в Калифорнии. Калифорния, время. 8 утра, кстати, сейчас в Калифорнии. Вы понимаете, что кто-то встал в 8 утра, чтобы поиграть на стриме? Вот это да. Ну, то есть, стрим начался в 6 по Москве. Получается, кто-то проснулся аж в 7 утра. Разработчик, вы понимаете? Друзья, вы понимаете, что разработчик, один из вот этих вот 4 разработчиков, кто-то живет в Калифорнии, проснулся очень рано, чтобы прийти на наш стрим. Вот это сила. У меня в Калифорнии брат живет. О, Папа Сталина есть брат. Вот Папа Сталин, наверное, общается со своим братом и понимает, да, что наладить временной режим, да, вот выбрать время для общения крайне непросто. Вот. Какие интересные у нас разработчики. Итак, смотрите, у меня супер красивый танк. Я теперь на Диабло. Пусть делают чем заняться кланы хотя бы интересными. Угу. Кланы. Я видел, ты писал про кланы. Может быть, ты что-то хочешь другое сказать?
Смотри, опять же, ты можешь предложение всегда увидеть. Но ты можешь писать не только про предложение, а что-то другое. Может, ты хочешь сказать, какие вы разработчики молодцы. И вот такое вот. Вот ты абсолютно каждый стрим говоришь про шторма. Я про шторма я уверен, то, что уже услышали. Как хорошо, ну смотрите, мы тютелька в тютельку, как друзьяшки, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту вместе едем. Тут сложно сказать сходу. Ну да, вот сходу сложно, да. Поэтому не сходу что-нибудь не скажешь. Знаете, что я хочу сказать? Вот я бы сказал то, что эффекты в этой игре супер прикольные, супер красивые. Особенно мне нравится эффект, когда танк Guardian ставит, получается, свой... Вы смотрите, кто это там спрятался. Ну, не удивились последними обновами, кстати. Не удивили или удивили? Ты пишешь, не удивились последними. Ребаланс старика, танк, так себе. Старика ребаланснуть. А ты писал про ребаланс старика в документе, который ты отправил в Discord по предложениям? Вот, хорошо пошло. Оптимизацию получше хочет мистер Мойс. Вот Папа Саня, кстати, спрашивает, что со Стормом не так. Новую карту и новый режим, не похожи на те, которые есть сейчас. Ну, я, наверное, соглашусь, что хочется карту и хочется режим. Да. Не удивили, не писал. Ну вот, напиши тогда. И что? Чатик, вам не стыдно? Серьезно? Может быть, кто-то хочет сказать, какие вы молодцы за то, что подарили нам на Новый год такие красивые скины? Не хочется? Seriously? Мойс, ну ты-то джентльмен. Ну-ка, давай-ка. Расскажи, как ты рад? В Дискорде все написал. Окей, ну хорошо, если ты в Дискорде написал, то это очень хорошо. Прям супер. Ой, ты смотри, какой красавчик. На Геннадии. Папа Сталин. Один всего и один платный. Да, один скин, один бесплатный скин, экзотический, который больше никогда в игре не появится. Вот вы понимаете, что игроки, которые зайдут после 18 января, они не получат этот скин. Там не было, но понял, что нерфануть скорее всего. Я не знаю по поводу нерфа. Ну нет, ну господин Мойс настолько часто об этом пишет, что не игнорировать господина Мойса невозможно. Да, ребаланс просит, ребаланс. Итак, смотрим. Это неадекватно, что он может за короткий промежуток 300 урона. Подожди, а хочешь сказать то, что ультимейт у дьявола он адекватный, по-твоему, тогда? Ну, не всем... ну, видишь, не всем нравится скин. Ну, вот. Ну, хорошо. Значит, тебе скин не понравился. Мистер Мойс. Мистер Мойсу не понравился скин вот новогодний. Вы представляете себе? Большинство предпочитают другие танки. Да, все. Все. Да. Скины не так важны. В смысле не так важны? Ну, вы понимаете, что игра бесплатная. Танки можно купить за кредиты. Как может быть? Ну что может быть важнее, чем скин? Ну вот давайте, вот я считаю, что скины очень важны. Вот лично я, мое субъективное мнение, я на полном серьезе считаю, что скин очень важен. Потому что у всех танки всегда будут. Каждый игрок на танк свой когда-нибудь нафармит, да? Вот мистер Морт написал, что за 27 дней нафармил все танки, да? А чем же тогда мистеру Морту выделяться? Ну вот,
чем выделяется мистеру Морту, супер крутому игроку, чтобы мы посмотрели на него и сказали, вот это ты красавчик. Конечно же, скинами. Было бы приятнее, если бы на все танки дали. Конечно, на все танки дали, было бы приятнее, но ты прикинь, такой подарок-то. Все танки четкие, пока трогать не нужно, только после того, как онлайн станет большим. Кстати, мысль папы Сталина, мне кажется, довольно-таки интересна, что это логично, надо слегка увеличить онлайн, поработать над онлайном, да, вот, и с момента, когда игроки прямо будут много-много играть, Морт с ГВТ, не знаю, что такое ГВТ, вот, поэтому, но Морт это молодой игрок, вот, он сегодня написал в дискордике, я посмотрел и говорю, вот ты красавчик, ну, Морт прямо молодец. Ну вот чем, допустим, выделиться, конечно же, скином. Помимо скина, вы вот я смотрел, мистер Деннис наклеил на себя такой красивый, получается, не скин даже, а наклейку, которая выглядит как скин. Да? Да, он самый. Андрей Тарабукин. Добрый день, Андрей. Я вас не видел на стриме вообще ничего ни разу, но очень рад вас видеть. Сайзер и Сайзеры тоже. Я вот не пойму, что вы украли у танков онлайн или танки онлайн у вас. А я не знаю, я не играл в танки онлайн, вообще не понимаю, о чем идет речь. Всем привет. Андрей, я первый раз тебя вижу и очень тебя рад видеть. Может быть, ты был раньше, но ты в чате не писал. И то же самое по поводу Сайзеров. Сайзер, я тоже тебя супер рад видеть на стриме. Пожалуйста, заходите чаще, пишите в чатик все предложения. Привет, Андрей, как в песне. Победа, кстати. Но сейчас экзомофиния была, поэтому, может быть, в том числе и поэтому победа. Вот. Лучше не стоит играть уже в танки онлайн. Ну, наверное, да. Играйте в Exotanks. Ну, вообще, там есть в правилах. Ваша игра явно лучше. Мистер Сайзер, ну, ты красавчик. Ха-ха, подождите. Смотрите, первая победа и 200 очков. Это моя первая победа за день. Ну что ж, давайте-ка торкнем. Мне понравилось играть. Давайте-ка еще прямо поиграем. У нас есть полчасика поиграть. Вот, да. И вот как только заходите к нам в дискордик, мистер Сайзик. Да. Да, без сомнения, абсолютно согласен с мисс Иллюзией. Здесь вы можете, то есть, вот мистер Мойс еще спрашивал, да, вот. То есть мистер Мойс говорил, а я ему объяснял, что деньги тратить можно тут только на косметику. Пока не могу сыграть. Ну что ж, Лигус, я все равно вижу, что ты занят чем-то очень важным делом. Ты же хочешь быть разработчиком. Я помню, ты в чатике писал, что что ты хочешь изучать Unreal Engine, вот, и ты сейчас занимаешься модами. И поэтому я тебе говорю, Лигус, ты красавчик, занимайся этим делом, прямо моды. Если ты будешь делать красивые моды и покажешь какому-нибудь разработчику, какой хороший мод ты сделал, то вот это будет то, что он может оценить. И может даже пригласить тебя на работу. Молодец, давай работай. Молодец, мододел. Лигус, молодец. Потом будешь проситься в команду Exotanks. Пока не изучаю я. Да, делай моды. Пока что делай моды. Нас опять не кинуло. Но вообще, да, интересная вещь, Мойс. Я не уверен. Мне кажется, смотри, Мойс, по поводу твоего предположения о том, что что-то открутилось, я не уверен. Вот. Сейчас сделаю ВТ-1-2 такой танк. Ну, делай, Лигус. Там, кстати, из наших постоянных зрителей есть еще мистер Эверест. Можешь с ним списаться. Он тоже мододел, он тоже начинающий разработчик. Вот. Разработчики обиделись? Нет, я думаю, что разработчики не обиделись. Я думаю, что если есть такая возможность что-то открутить, то оно откручивается, ну, не так быстро, как вы сейчас. Ну, мне кажется, да, ну, представьте себе, вы взяли любого игрока, раз, и кнопочку нажали, и он что, взял и открутился? Но я думаю, нет, просто так вот получилось. Поэтому я опять, получается, припихнул клинка. Ну, такой уж танк. Один из моих любимых. Поэтому, мистер Лигус, спешись с Эверестом. Может быть, вы вдвоем что-то замудите. Вот такие вот дела.
Смотрите, там сегодня писала Фоксик предложение. Вот Фоксик писала, кстати, а вы какие привилегии даете ютуберам? Если... Это, кстати, вопрос к иллюзии. Я уверен, что привилегии есть. Они довольно-таки большие. И бонусы есть, все. Просто напиши иллюзии в Дискордик, она тебе сразу ответит. Это ты молодец, что задал этот вопрос. Лигус, мододелка Panzerwar. Не знаю такую игру, но ты good. Very good. Ну типа, Лигус, ты красавчик. Работай, продолжай в том же деле. Можешь даже скинуть какую-нибудь ссылочку на свой мод мне личку. Я даже посмотрю. Если тебе интересно. Я не играл просто в эту игру, я не могу ничего тебе сказать. Я вообще не... Я вот в танковых проектах ничего не шарю. Я вот специалист, я вот честно скажу, я вот специалист по играм моба шутер жанра. Окей, хорошо. Итак, подождите. Это знакомый человек. Illness XG. Illness XG это мой дружбан. Вы в курсе? На позапрошлом стриме вот данный мистер Illness XG на Diablo, который играет, он играл против меня и за меня на супер красивом стилизованном клинке. Я помню. Я всех помню. Забив гуль, что за игра. Я сейчас не могу этим заниматься. Что опять Фоксик сделал? Фоксик что сделал? Все, вспомнил. Фоксик написала, что хочет новый режим. Вот, я, в принципе, разрешаю. Я даже, наверное, попросил бы Фоксик прямо здесь и сейчас расписать, какой режим она хочет. Потому что разработчики, сейчас стрим с разработчиками, разработчики играют с нами, они прямо сейчас вам ответить не могут, но я вас уверяю, они посмотрят стрим, может кто-то даже если сейчас смотрит, и ответят. Вы действительно можете сейчас свои мысли, предложения высказать. Какой, вот, вопрос к Фоксику, какой стрим, какой режим ты бы хотела и какую карту? Вот представь себе, карта нужна. И таймшифтер. Разрабы поймут. Что за таймшифтер? Таймшифтре. Разрабы поймут, о чем я. Что-то непонятное пишет. Разрабы поймут. Окей, хорошо. Карта нужна. Ну вот, я бы, в принципе, тоже не отказался. Я помню, когда карта появилась, вот эта новая, это было прям супер классно. Я прям очень сильно радовался появлению новой карты. Да вы шо? Что вы там творите? Давайте сейчас отхилимся еще разок. Вот этот Ильнес, кстати, хороший игрок. Надо будет в друзья добавить. Ой, какой красавчик. И, кстати, вспомнил, побольше адекватных деталей. Активных деталей. Активных деталей это вот эти вот штучки, да, которые можно подбирать. На танках бы. Подарите танк на НГ. О, пускай Морт пишет. Но если у Морта есть предположение, то пусть, конечно, пишет. Ага, смотрите, Мойс хочет, чтобы было побольше активных деталей на танке, да, как крутится орудие у клинка. Все, абсолютно согласен. Абсолютно согласен с мнением Морта. Что еще пишет? У старика орудие меняется, когда он использует фугасы бронебойные. Вот, и, кстати, тоже, да. Очень хорошо, что ты, Мойс, внимательно изучаешь игру. Ну, то есть то, что ты видишь, что происходит, и это very good. Ты красавчик. Да. Я внимание, конечно, обращаю на такие вещи, но иногда совсем забываю. Просто те игры, на которых я воспитан, они зачастую нет такого уровня детализации. Я честно скажу, вот игра, вот эта, конкретно эта игра, с 13:00 работаю над модом в игре. О, молодец, молодец. Привет, экзитант есть Кими. Добрый вечер. Знакомьтесь, это тоже наш друг большой. Вот, можете зайти к нему на канал. Снимает ролики. Так же, как и Папа Сталин. Делает гайды о нашей игре. Ребята, на каком регионе лучше сидеть? Если ты... Смотри, вопрос в том, где ты живешь.
Если ты живешь в Европе, конечно же, выбирай Европу. У тебя бит будет самый минимальный. Если ты сидишь, живешь, получается, в Азии, то выбирай азиатский. И есть еще сервер американский. Но вот сегодня я узнал, ну, когда мне написали, оказывается, что среди разработчиков, ну, разработчики все русскоязычные, один разработчик, ну, живет и работает в Америке, в Калифорнии, да? И я так понимаю, что если он играет, он обычно играет, я так понимаю, что через американский сервер. Ну, ему очень близко всего, да? Если вы, игроки, есть кто-то, кто также из североамериканского региона, пожалуйста, играйте на американском. Вам будет удобнее. Поэтому, Сайзер, обязательно прямо познакомься вот с Кими, зайти на канал, вот это один такой крутой ютубер. Вот. Вот ты как новый молодой игрок, я тебе советую лично. Да, ты, господи, смотри, что оно вообще творится тут. Видим вот Illness XG, хороший игрок, сейчас попробуем его поймать. Завтра стримчик с 10 до 11 по МСК, да, давай. Все чатики видели сообщения? Все завтра идем на стрим к Кими. Спасибо, что сказал. Да. Да, и мистер... Ох, хороший ультимейт, кстати, зашел. Я, походу, опять занимаюсь фидингом. Это Developer 4. Сейчас подготовился, я даже не знаю, в кого он типа собирается стрелять. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. У меня осталась одна последняя жизнь. Я на сервер держу себя в квартире. Почему у себя в квартире? А зачем мне сервер у себя в квартире? Кстати, насчет сервера в квартире. Я когда жил, РГ встретите на стриме. Мы нет, но если кто-то... Даже нет, тогда нет. Ну вот. Ну, у Кими может быть, да, может быть. Всем пока, мне пора бежать. Фоксик, хорошего дня. Рада была посидеть с вами. Всем с наступающим Новым годом. И тебя с Новым годом. И с днем национальным праздником Республики, Демократической Республики Мадагаскар. Тебя, конечно же, поздравляю я. Ты неправильно понял. Да сейчас я расскажу по поводу сервера. У меня, кстати, был период, когда у меня в комнате был сервер. Кстати, да, вот. Разраб, да, может быть, который в Калифорнии, да? Чисто сервер у себя в квартире. Но у меня, я когда еще учился, у меня была ситуация, когда в моей комнате был сервер от интернета всей общаги. Вот, это было очень давно. Год так 2013-2014, и тогда интернет в нашем общежитии, в котором я учился и жил, да, учился при университете, интернет был проводной, и он был прямо сервером. И вот у меня в комнате был этот сервер, так как мой сосед отвечал за все. Так, вытолкнем Illness XG. Это, кстати, было жестко. Вы видели это вообще? Что это? Серьезно? Я вытолкнул Illness XG, и он меня убил. Ну ладно. Так вот, у тебя была могущественная сила. Да, и когда мой сосед, он периодически занимался тем, что он очень хорошо учился, но при этом он очень любил отдохнуть. Он был супер диким тусовщиком. Прям невероятно диким. Он периодически уезжал, уходил куда-то, да, тусить. И по ночам, когда падал сервер, ко мне стучились и просили: Гендос, ну типа, перезагрузи сервер, пожалуйста. И я типа нажимал, вставал, нажимал кнопку, типа, reset, и все. Было, в принципе, интересно. А потом, когда интернет падал, все приходили ко мне, и возле меня прям толпа из 4 мужиков такие: что what the hell is going on, man? Ну типа, почему, что происходит? Почему интернета нет? Вот, и мой сосед, он, насколько помню, вот прямо сейчас помню, он учился на математика и прикладные науки. На год меня старше был. Было, в принципе, супер интересно тогда. Но потом, после этого, через год, поставили нормальный интернет, и не нужно было сервер иметь в комнате. Видите, как интересно.
Пока что я там мертвый. У меня, кстати, союзник Developer 4, супер классный игрок. У него 3 жизни, и он сейчас будет, получается, всех убивать, уничтожать. Вот. Анаконда. Одно хп осталось у мистера Анаконды. Либо мисс. Надо взрывать, надо уничтожать, конечно. Вот. Ага, спасибо за поздравление. Я же не на Мадагаскаре живу. Конечно, не на Мадагаскаре. Но когда поедешь отдыхать, Фоксик, в Мадагаскар, то вот будешь вспомнить. А так, вообще, это наш, знаете, уже наш, знаете, комьюнити. Мы привыкли поздравлять себя со всеми, друг друга со всеми праздниками. И я каждый раз, когда начинается стрим, я нахожу, узнаю в гугле, какие праздники, всех поздравляю. Гена, видишь, шторм имба. Сейчас сделаю Android-версию мода и буду с вами. Давай, Лигус, давай, залетай. Вот. Нет механика. Мистер Босс все еще. Смотрите, есть осталось 2 игрока. И 2, получается, нет, 3. Смотрите, наш друг Ines XG, с которым мы периодически играем, ну, на стримах, остался против 2 девелоперов. Супер интересная ситуация. Будем болеть, конечно, за девелоперов, но опять же мы помним, что Ines XG это молодец, хороший игрок. Ну, типа, мини-гений. Молодой игрок. Я помню, что Ines это молодой игрок. Он не так давно появился в игре. Вот, что происходит, смотрите. Что происходит так, пока что один респаунится. Это был килл. Все. Остался один штормик против одного Диабло. Вот, вопрос к тому, кто победит. Мы все, конечно, болеем за Диабло. Уфу, за штормика. Вот. Если победит штормик, то мистер Мойс будет максимально уверен в том, что он имбалансный. Если победит Диабло, то может быть мистер Мойс даже передумает. Давайте смотреть. Но видите, в чем сила-то? Господин Ines, он, получается, подобрал нано-броню на себе, и весь урон, который в него входит, он резистится наполовину. И это, типа, важно. Вопрос, как 3 разраба смогли 4 раза умереть против одного игрока, Шторм. А мы кайфуем, ну, вот смотрите, лично, ну, я думаю, что разработчики, ну, кайфуют. Миша 47 раз. Доброго вечера. Здравствуй, тебя не видел сегодня. Очень рад тебя видеть. Если разработчик не сглупит. Ну, может быть, да, если не сглупит, то не умрет. Но опять же, вопрос в том, чем сейчас занимаются разработчики. Я так понимаю, что есть большая часть разработчиков русскоязычные, да, и у них сейчас время не рабочее, и они отдыхают. Поэтому, в принципе, абсолютно я понимаю разработчиков, что сейчас не хочется, может быть, потеть, хочется отдохнуть, кайфануть. И, кстати, вопрос, откуда ты знаешь, что там один игрок? Вот, или XG. Игрок, да, а все остальные? Вы посмотрите, сколько киллов сделал. 15 киллов, господи. Господи, какой сильный игрок. Что ж он творит? Забирай, Мойс, видишь, видишь никнейм? Пиши и забирай его в друзья. Будете вместе, ну, типа... ходить играть. Щит надо уходить было. Но если бы ты, наверное, играл на шторме, ты бы развалил. И отходить от этой конструкции. Есть такое-то. Вот я, честно говоря, помню, когда еще были в игре режим рейтинговый. И пока что он не появился, я полностью отдаю себе отчет, что я могу отдыхать, кайфовать и умирать. Получать опыт. Как только появится рейтинговый режим, я буду, конечно, потеть. Потеть как самый самый здоровый человек в бане. Ты не набираешь людей в друзья, больше ты что, не приглашаешь людей в друзья? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что ж, давайте так. Последняя ласт-каточка с разработчиками. И я после этой каточки буду читать вам все фактики. И вот вы тогда, вот ваша задача, как минимум, по геймплею разработчика понять, кто есть кто. Если у вас вы этого не сможете, я вам сам расскажу, кто есть кто, да? Вот. Но имен, к сожалению, у меня нет.
Вот. Ни имен, ни пол я не знаю. Я знаю только то, что есть девелопер, и знаю эти факты. Но вам тогда придется угадать, где из этих фактов факты про Геннадия. Вот, я очень жду, уже 2 месяца здесь для вас стримлю. И то, что вы не можете по фактикам угадать мои факты, это, конечно, так себе. Хотя бы один факт вы должны угадать про меня. У меня в плюсах. Так, кстати, боюсь, что ему рейтинг упадет в минус. Вот, поэтому сейчас я кайфую, максимально отдыхаю. Вот как там уже рейтинговые бои. Ну, смотрите, как, по крайней мере, вот эти рейтинговые бои в разработке. Вот, Мойс правильно делает, что задает вопрос в чат. Вот, и разработчики когда-нибудь ответят про рейтинговые бои. И вот последняя карточка, интересненькая. Кого возьмем? Давайте возьмем. Я возьму механика. Нет, не механика, я возьму дракона. Буду дракошей. Вот, и буду воевать. Почему я постоянно выигрываю? Ну, Лигус, могу ответить тебе на этот вопрос вот так. Ты просто хороший игрок, да, вот. Если ты бы смотрел мои стримы месячной давности, то ты бы задал вопрос, почему я так часто проигрываю. У меня были стримы, где я 0 игр за стрим побеждал. Там ничего не надо было особо делать. Вот. Посмотрим, посмотрим. Ну, может быть, эти рейтинговые бои убрали, потому что как что-то изменится, либо не изменится. Что-то интересно хотят там просто откатить настройки выдачи рейтинга. Ну вот смотри, ты, Мойс, думаешь, что в рейтинговых играх ты думаешь то, что игры будут такие же. Ну я не знаю, может быть что-то там интересное, новенькое такое, да? Может быть, их убрали, потому что вот ты пишешь, да, ты думаешь, что после обновления начали давать мало балл очков рейтинга. А может быть, у них какие-то супер интересные режимы в рейтинге, да, где у тебя не 4 возрождения, а ограниченное количество возрождений. Или вообще нет возрождений, ну прикинь, вот это был бы рейтинг. Но я без сомнения, вот я сейчас сижу и думаю, что почему вот это все происходит, я не знаю. Но предположить я могу то, что вариантов, по которым рейтингового режима нету, очень много. Господа, у меня, по-моему, мини-баг. Чатик, вы видите это? Я вижу Дмитрия Пироженко, но нажимаю Tab и не вижу Дмитрия Пироженко. Это что такое? Чатик, вы это видите? Просто мне может уже показаться. Но если мне не показалось и чатик это тоже видит, то я, в принципе, рад. Посмотрите, какой красивый девелопер. Ну просто пушечный красавчик. Это магия, Миш. Согласен? Что значит Дмитрий Пироженко и в табе нету Дмитрия Пироженко? Это кто вообще такой? Это 6-й игрок или что? Чисто Миш... да, может быть просто... А может быть это... Давайте вот чисто СПГС, синдром поиска скрытого смысла. Вот чисто сейчас у меня в голове вот родился. Это спойлер. Разработчики готовят коллабу со вселенной Хогвартс. Это магия, поэтому в следующем обновлении мы увидим Гарри Поттера и Гермиону Грейнджер. Как вам такая мысль? Просто один игрок вылетел, а второй попал в бой. Ну вот, может быть, да. А я уже начал строить теории. Что же может быть? Ох. Мессакр. Отлично. Отлично сыграно. А если бы вот вы узнали, да, 1 апреля, представьте себе, кто виноват, кто видит баг с картой. Здесь баг. Я не вижу бага с картой. А что там, какой баг? А тут... Я думал, что тут все закончилось. Никита Островский, пока еще нет, пока еще не закончилось. Ну,
Изначально предполагалось, что с разработчиками мы будем играть только 1 час, но мне написали, что да, будем еще 2 час, почему бы нет. Вот. А что именно с миникартой? Напиши, пожалуйста, я что-то не понимаю. Когда тебя взломали квадрат нерабочий. А, там это не баг. Это когда... Это не баг. На меня навесили, получается, эффект, который называется кибератака от танка Киборг. И этот эффект в том числе отключает ориентирование в пространстве. Ну, грубо говоря, знаешь, ну, типа что-то вируса в игре. Вот, все отключилось, я уже ничего не вижу. Деус хорошо играет. Поэтому ты молодец, что ты заметил, но это не баг, это фича. Это именно так работает, получается, эффект. Во. Во-во-во. Был этот баг. Ну нет, это не баг. Бан. За что бан? Пожалейте. Вот этот бан. Не, Лигуса не надо отправлять в бан. Лигус же у нас, ну типа, норм чел. Он посидел в бане немножечко, сейчас вернулся. Теперь в будущем... Лигус это будущий разработчик. Не там он имел в виду, что карта круглая. А, эффект квадратный. Все, я врубился. Мойс, вот ты как человек, как будто, который, знаешь, переводит на русский язык, я врубился, что ты сказал. Карта круглая, а эффект квадратный. Согласен, ты красавчик. Молодец. Это нужно написать иллюзии. Одно неверное слово, и получится совсем другое слово. Нет, Лигус, не волнуйся. Ты же ничего страшного не сказал. Ты молодчик, ты красавчик. Тебя никто в бан не должен кидать. Ты же изменился. Ты теперь наш френд. Да нет, тут просто Лигус написал бан случайно. Да. Итак, смотрите, это была последняя ласкаточка с разработчиками. Сейчас, дамы и господа, прошу обратить внимание, да, сейчас наступил тот самый, наконец-то, наиважнейший период. Это то, чего вы ждали весь целый год. Все всегда хотели познакомиться поближе с разработчиками. Познакомить лично вас, к сожалению, мы не можем. Вот я не могу, как стример, да, но мы можем рассказать про каждого разработчика по 3 интересных факта. Сейчас я буду их прочитывать, но в первую очередь ваша задача из этих 5 наборов фактов угадать стримера. Как только вы меня угадаете, я расскажу, какие факты к какому разработчику относятся. Окей? Окей. Все поняли правила? Как только вы меня найдете, мы всех остальных я вам выдам. Вот честно, вот вся мы выдам. Вот так. Надеюсь, все поняли. Я читаю первое. Вот. Первая 3 фактов. Сноубордист-любитель. Закончил музыкальную школу по баяну, но по жизни гитарист. И считает, что картофель жареный это лучшая еда на свете. Это первая 3 фактов про одного из этих разработчиков. Вторая 3 фактов. Самая главная мечта – есть и не толстеть. Живет и работает в Калифорнии. И занимается профессиональным путешествием. В принципе, очень логично, да? В Калифорнии живут люди. Кстати, да, Developer 3. Ага, Лигус думает, что Developer 3 это какой? Это какой? Мы даже их не знаем. Нет, смотри, Никита, тут прикол в том, что нужно будет из этих наборов угадать меня. Меня-то вы знаете, а все остальные я вам расскажу. Давайте я зачитаю сначала все, а потом вы будете угадывать. То есть, Мойс, ты не должен угадать разработчика, ты должен угадать меня, окей? Вот. Читаю третье. Третья 3 фактов. Любит собак, имеет диплом преподавателя, может выдыхать воздух из глазницы. Логично, что не ты. Ну, может быть, да? Следующие 3 фактов. Пишет книгу об огненных магах. Интересно. Учился на таможенника и даже когда-то работал в этой сфере. И считаю, что Дэвид Боуи
наикрутейший певец на свете. Супер классно. Окей. И последняя тройка фактов. Это имеет в коллекции 20 пар кроссовок Adidas. Некоторые даже лимитированные издания, которые никогда никуда не денет, никогда больше не продадутся. Ездит на работу только на электросамокате и знает, и отмечал день рождения императора Японии в консульстве. Был приглашен в консульстве в российском подразделении японского консульства. Вот. Третий факт — это Developer 3. Тот, который может вдыхать воздух из глазниц, Developer 3, ты считаешь, да? Итак, первое предположение, сейчас я буду отвечать. Нет, это неправильно. Давайте так, кто угадает меня? Вот из всех этих фактов, где же у нас Геннадий? Первая тройка пар. Ты предполагаешь, что первая тройка пар — это Геннадий, да? Сноубордист-любитель закончил. Нет, это не я, к сожалению. Ага. Фактов, это первая тройка фактов. Нет, первая тройка фактов — это не я. Я не занимаюсь сноубордом. Надо, может быть, еще раз прочитать. Угу, интересно. Вот моя загадка. Ну, давайте так. Давайте, если за 2-3 минутки вы не угадаете... Давайте еще раз я прочитаю. Если вы не угадаете, там с 2-3 раз, я сам уже всем расскажу. Итак, первая тройка. Сноубордист-любитель. Закончил музыкалку по баяну, научился на гитариста, по жизни стал гитаристом и любит картофан. Вот. Это вот тот человек часто банит одного чела. Ригус, молодец. Так вот. Ты думаешь, Мойс думает то, что я тот человек, который ест и не жиреет? Нет, это неправда. К сожалению, нет. Если бы я ел и не жирел, при этом, то я бы не стал так глубоко изучать биологию. Вот мне же нужно поддерживать себя в форме. Это неправда. Есть еще предположение. Вторая тройка фактов. Вот. Самая главная мечта — есть не толстеть. Живет в Калифорнии, занимается путешествиями профессионально. Третья группа фактов. Может выдыхать воздух из глазницы, имеет диплом преподавателя и любит собак. Четвертая группа фактов. Учился на таможенника, пишет книгу об огненных магах. И считает, что Дэвид Боуи самый крутой. Нет, не второе. Я не живу в Калифорнии. Я уже рассказывал, где я живу на стримах периодически. Я даже вам читаю прогноз погоды того города, в котором я живу. Остается 5. Мойс, наконец-то угадал. Да, действительно, это я. Вот. Я катаюсь на электросамокате, и кроссовочки покупаю тоже я. Вы молодцы. Супер, шикарные. Давайте теперь я буду рассказывать про наших разработчиков. Кстати, все уже покинули. Ну, ничего страшного, я тогда расскажу. Ну, надеюсь, вы их помните по стриму, да? Разработчик сноубордист — это Developer 3. Разработчик из Калифорнии — это Developer 2. Разработчик, который любит собак, это Developer 4. И разработчик, который пишет книгу о магах, Developer 1. Да, я знаю, где ты живешь. Да. Итак, дамы и господа, что ж, стрим был супер интересный, супер классный. Вы даже угадали с 5-й попытки Геннадия. Супер интересно. Я, конечно же, хотел бы, чтобы у вас было побольше возможностей общаться с разработчиками, да, вот, как стример, ну, я как контент-мейкер бы, вот, я бы сделал бы все, но, к сожалению, от меня это не зависит, да, вот, может быть, когда разработчики сами захотят выйти на связь с вами, вот, они хотят, но они считают, что сейчас еще рано, сейчас нужно больше работать, вот, и в следующем году я лично, и вы, надеюсь, будете ждать этого момента, вот, тогда будет, когда настанет тот час, когда мы сможем действительно пообщаться с разработчиками еще более глубоко. Класс, так и не поиграл, не волнуйся, Лигус, ничего страшного. Зачем тебе столько кроссовок? Мне столько кроссовок, потому что я, честно сказать, я шопоголик, в прошлом был. Я их покупал, потому что мне не нравились. Я покупал не простые, а я покупал именно такие вот коллекционные издания. Мне очень красиво, мне супер нравится, поэтому сейчас я стал меньше покупать. Но когда-то давно я был сникерхедом, вот когда я был моложе, и я так выражал себя через, ну то есть я считал, что это творчество, я выражаю свою суть через кроссовочки. Ну вот, это честно. Вот.
Вот, примерно. А на самокате я езжу, потому что я хочу сэкономить больше всего времени. Вот. Ну что ж, дамы и господа, всем спасибо, все красавчики. Мы, кстати, с разработчиками выиграли 1-2 игры. Вот, но мистера Моси мы так и не победили. Все большие молодцы, всех с Новым годом. Сегодня я увидел очень много новых зрителей. Это вот начинали от Сайруса, ну, человек 5-6 новеньких. Я всем желаю вам удачи. Всем большое спасибо, что зашли ко мне на стрим. Пожалуйста, переходите в Discord, играйте в игру. Игра супер классная. Вот, в следующем году я лично буду также продолжать вести данный стрим на этом канале. Вот, поэтому в эту пятницу стрима не будет, свои собственные дела у меня. Всем большое спасибо, все красавчики. Лигус, продолжай заниматься саморазвитием, делай моды, изучай Unreal, и потом пойдешь в разработчики игр. Все. Разработчики ушли в рандом, ищите. Если вы хотите поиграть еще, то они, я так понимаю, Иллюзия пишет то, что они ищут игру. Вот. Я тоже был, просто не писал. Мистер Билл, здравствуй, красавчик. Я очень рад, что ты с нами был. Поэтому хорошего тебе также дня и следующего года. Как следующий год проведешь, как следующий год встретишь, так его и проведешь. Лично я пошел отдыхать, а с разработчиком, если вот вы будете искать игры, может быть, вы кого-то и поймаете. Всем спасибо, всем удачки, все красавчики. До нового